Форсаж 4. Я назад не вернусь. Форсаж 5. Провернем последние дельцы и исчезнем. Навсегда. Форсаж 6. Рио был моим последним делом. Форсаж 7. Последняя гонка. Форсаж 8. Устроим гонку. Форсаж 9. Даже если этот заезд станет последним. По названию ролика уже понятно, о чем я буду рассказывать, но пересмотрев свое последнее видео по электровозу, понял, что он устарел как и по оборудованию, так и по логике в целом. Так что перед тем, как переходить к основной части видео, расскажу о нововведениях. Тем более, что все эти же механизмы перекочуют и в другие проекты. А если вы впервые увидели это видео, то перед тем, как его смотреть, настоятельно рекомендую ознакомиться с другими роликами такого же формата. Благодаря им вы сможете понять, как принципиально работают мои поезда и научитесь легкостью ими управлять. А теперь давайте вспомним про старенькую версию локомотива под названием Super Powertrain версия 2.0, которая в целом был хорош, но нуждался в модернизации. И вуаля, это свершилось. Я обновил его до версии 2.5. Так что же там нового? А начнем, пожалуй, с оборудования, расположенного на крыше. В предыдущей версии на крыше стоял только один токоприемник. Это приводило к тому, что если вы едете в противоположную сторону, то есть против шерсти, тогда появлялась не нулевая вероятность, что ваш токоприемник заламывался. И с этим вы уже ничего не сможете поделать. В новой версии над каждой кабиной по направлению стоит свой токоприемник. Просто поднимите его с той стороны, в какую собираетесь поехать, и проблема исчезает. Следующее обновление придумано не мной, но моя сцепка была взята за основу, спасибо за это ежу. В целом я не хотел его сначала вводить, потому что новая сцепка довольно капризная, но тем не менее время, затраченное на соединение вагонов, сокращается в разы, так что пусть будет. В старой версии у нас была довольно удобная сцепка, но имела один недостаток, это ручная сцепка. В новой версии удалось добиться ее полуавтоматизации. Это значит, что вам достаточно плавно подъехать к вагонам, упереться сцепками, тогда они соединятся автоматически. А вот если нужно расцепиться, то придется бежать до нужного вагона. Помимо этого, стоит упомянуть о том, что в новой версии сцепка висит теперь не свободно, а держится за счет контроллера. То же самое касается и сочленения тележек с кузовом. Это связано с тем, что на большой скорости сцепку в некоторых случаях начинало заламывать под кузов, и вы успешно слетали с рельс. Теперь такая проблема встречается гораздо реже. Следующее обновление имеет не столь технические, сколько дизайнерские решения. В новой версии было решено полностью поменять интерьер в кабине. Теперь кабина выглядит компактно и, как по мне, очень даже удобно, в отличие от предыдущей версии, где эти же кнопки разбросаны по всей кабине. А чтобы было легче ориентироваться, какая система включена, было решено добавить над панелью световые индикаторы по соответствующим цветам. И теперь, если что-то не работает, достаточно посмотреть наверх. Далее в новой версии была доработана логическая схема. Раньше вы могли двигаться строго по светофорам и никак иначе. Теперь же поезд имеет два режима вождения – поездной и маневровый. В поездном режиме вы также можете включать сигнализацию и двигаться строго по светофорам. А вот чтобы ездить в маневровом режиме, достаточно включить вот эту вот кнопку. Тогда на локомотивном светофоре начнет мигать белый сигнал. Это значит, что локомотив будет игнорировать путевое устройство, и вы сможете спокойно производить маневры на станции, если, конечно, путевая инфраструктура у вас имеется. Но не стоит забывать о некоторых нюансах. В маневровом режиме автоведение поезда работать не будет. Это сделано с целью безопасности движения. Последнее обновление в версии 2.5 коснулось и тормозов. Теперь вы можете локомотив перевозить как обычный вагон, и на общее торможение составом это никак не повлияет, в отличие от старой версии, где такой функции не было. Там, если вы прицепили локомотив где-нибудь в середине состава, то тормозная волна там и заканчивается. Поэтому вы оставшейся частью составом тормозить просто не сможете. Я знаю, что многим может не понравиться новая версия, поэтому выложу ее как отдельную постройку. Там сможете сравнить их и написать в комментариях, какая из версий вам понравилась больше. А мы переходим к основной части видео. Начать нужно с того, что мои поезда без гличей, багов и модов. Плюс они довольно компактны и имеют большое количество логики. Это позволяет сделать полноценный симулятор машиниста в игре и в целом понять, как работают поезда из реальной жизни. Но у них есть небольшая проблема. Из всего вышеперечисленного я не могу запихать большое число ускорителей, а это значит, что мои поезда довольно маломощные. Скажем так, если прицепить к локомотиву больше 3 вагонов, то скорость, как и мощность, падают почти в 2 раза. Что не есть хорошо. Но нам же хочется перевозить большое количество вагонов. Как это сделать? Для этого я как раз постоянно улучшаю односекционную версию до идеала, чтобы с нее перенести оборудование в новый проект.
Потом я взял уже существующий проект под названием «Электричка», который показал неплохую эффективность передачи информации от одного вагона к другому через цепку и решил их объединить. Новый проект работает по принципу системы многих единиц. Это значит, что вы можете к головной секции прицепить неограниченное количество бустерных секций, тем самым получите бесконечно мощный поезд в игре. Правда, все ограничивается мощностью вашего компьютера и оптимизацией игры. С этим, увы, я совладать не могу. Еще одним минусом является то, что при 4+ секций из-за огромного коэффициента тяги по отношению к тяжелому грузу в некоторых моментах может разорваться сцепка. Ее, к сожалению, решить можно только повышением физики с 3 до 4. Но тогда мы получаем парадокс в виде FPS в игре, так что имеем, что имеем. А теперь я расскажу, как запустить это чудо. Для начала нам необходимо скачать две постройки. Одна будет называться Head, то есть как голова, а вторая Booster, то есть как бустер. Затем установить головную секцию на рельсы. За головной секцией поставить необходимое количество бустерных секций, а в конце локомотивного состава снова поставить головную секцию. Теперь, если у вас нет железнодорожной инфраструктуры, например, контактной сети, то тогда вам нужно будет зайти в каждую секцию и в машинном отделении активировать белый тумблер, перемычку, которая поможет ездить без контактной сети. После этого заходим в одну из головных секций и начинаем запускать локомотив. Как запустить локомотив, есть отдельная видеоинструкция, но для юных машинистов и для адептов я повторю еще раз, потому что там имеются свои нюансы. Если у вас есть инфраструктура, то не обязательно активировать перемычку, достаточно нажать на другой белый тумблер, расположенный на панели в кабине, отвечающий за поднятие токоприемника. Следует поднимать токоприемник с той стороны, в которую собираетесь поехать. Затем включаем синий тумблер, отвечающий за бдительность машиниста. Теперь нам следует каждую минуту подтверждать бдительность нажатием на синюю кнопку, иначе сработают тормоза. Если такая система вам показалась сложной или просто мешает нормально играть, то есть специальная перемычка такого же цвета, расположенная в машинном отделении. После включаем локомотивную сигнализацию нажатием на бирюзовый тумблер. У вас должен загореться локомотивный светофор белым цветом, потому что он еще не уловил сигнал от ближайшего светофора. Ниже расположен тумблер режим движения поездной или маневровый. Его следует включать, когда светофоры мешают вам выполнять маневры составом. Как я уже говорил, в этом режиме не будет работать автоведение, и локомотив также будет игнорировать путевые устройства. Справа от этих тумблеров расположен фиолетовый тумблер, отвечающий за автоведение. Его следует включать только на перегоне между станциями. Он сам будет ездить в соответствии с сигналами светофора. Но будьте осторожны при движении в многосекционном локомотиве. А чуть ниже есть и розовый тумблер, отвечающий за режим вождения, одиночный или грузовой. Если он выключен, то работать будет секция только головная и только половина двигателей в этой секции. Если он включен, то головная секция, как и остальные секции, будут работать на полную мощность. Пока что он нам не пригодится, можно не включать. Правее есть коричневый тумблер, отвечающий за режим торможения, одиночный или всем составом. В случае многосекционного локомотива при выключенном тумблере тормозить будет только головная секция, а во включенном режиме, как и все секции локомотива, так и весь состав. Черная кнопка отвечает за свисток, а еще правее есть два черных тумблера, отвечающие за реверс, то есть в какую сторону поедем. Пока что нам нужно сцепиться, так что включаем нижний тумблер, то есть назад. Напоследок остаются бежевые кнопки, отвечающие за набор, сброс и торможение. Справа от места машиниста пока что ничего не горит. Это означает то, что сейчас нейтральная передача. Если мы нажмем на кнопку назад, то активируются тормоза и также красный сигнал. Нажимая на кнопку вперед, мы снова перейдем на нейтраль, а затем начнем набирать передачи. Их тут всего 3, но если еще раз на максимальной передаче повысить передачу, то активируется тормоз. Такой прием можно применить на скорости для быстрого активирования тормозов. А вот если нам надо быстро сбросить передачи в ноль, то достаточно кратковременно нажать на кнопку и контроллер сбросится в ноль. Остаются зеленые тумблера, отвечающие за габаритные огни и прожектор. А вот последняя фиолетовая кнопка будет отвечать за сброс логики локомотива. Ее следует нажимать, если вы проехали красный сигнал светофора или забыли вовремя нажать на кнопку подтверждения бдительности, или в целом, если у вас поломалась логика, но такое бывает редко. Фух, краткий курс пройден, а это значит, что пришла пора сцепляться с секциями локомотива. После того, как вы сцепились, можете также в одиночном режиме сцепиться с вагонами. Вот теперь с этого момента можно активировать розовый тумблер, но будьте осторожны при движении на второй и третьей передаче. Этот проект довольно сложный для новичка и требует некоторых навыков для вождения.
Остается не забыть про кнопку А на стороне машиниста. Проезжая автоматические стрелки, если у вас такие имеются, нужно удерживать эту кнопку до тех пор, пока не проедет задняя головная секция, иначе есть возможность пойти в дрифт. Как можно заметить, управление осталось точно таким же и кнопок не добавилось, за исключением маневрового режима, что довольно хорошо сказывается на простоте движения. Главное не забыть выключить все кнопки за исключением перемычек при переходе с одной кабины в другую. Да, ролик информации перегружен, конечно, но это самое необходимое. Думаю, вы справитесь. Удачной поездки. Сильно большие тесты в этом ролике я проводить не буду, так как это может затянуться надолго. Но если мы добавим одну секцию, то локомотив становится мощнее в 1,8 раз. Это связано с тем, что бустерным секциям необходимо ввести еще и свой вес, толкать секцию впереди и тянуть вагоны сзади. Главное, что все отлично работает. Делать новую схему я не стал, так как это не имеет смысла и все работает на одном принципе. В головной секции я вырезал кабину и добавил блок тормозов вагонов для передачи сигнала автоматических стрелок. Это сделано для того, чтобы не было залипания контактов от задней головной секции. А в бустерных секциях я вырезал всю логику для управления и оставил самое необходимое. Оно работает следующим образом. Бустерная секция принимает сигнал либо от головной секции, либо от такой же бустерной. Активирует нужный механизм и отправляет сигнал дальше. Вот и весь принцип. Огромный плюс этого проекта, в отличие от электрички, заключается в том, что все управление находится в одном месте, остается только передать сигнал. Для этого на сцепке имеются следующие контакты. Коричневый для передачи тормозного сигнала, 3 бежевых для передачи тяговых сигналов, белый для передачи сигнала к поднятию токоприемника и желтый для передачи сигнала для автоматических стрелок. Это с виду кажется, что это очень сложно и нафиг оно надо, но если вы попробуете покататься на двухкабинной версии, о которой говорил в начале ролика, то быстро привыкнете и захотите попробовать многосекционку, а я буду только рад, так что катайтесь, тестируйте и обязательно пишите в комментариях свое мнение. Ну и напоследок можете также заглянуть ко мне на стримы на Твиче, где я иногда играю в эту игру, поэтому если вам понравилось видео, то ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и как всегда, до скорых встреч!